А если я вам скажу, что есть ТВ-стик, да, это ТВ-стик, это не ТВ-бокс, хотя у него такой формат ТВ-стик на iMogic S905Y4 со всеми сертификатами, с Netflix, со всеми стриминговыми сервисами, с Dolby Digital звуком, конечно же, с DRM L1, еще и с поддержкой HDR, HDR10+. Конечно же, ютубчик с HDR10 тоже тут есть. Так вот этот вот он. 4К стриминг-бокс, скажем так, с вот таким вот крутым пультом, с дополнительной инфракрасной опцией для управления, знаете чем? Телевизорами, как их там, аудио-видеоресиверами и звуковыми панелями. Конечно же, YouTube 4К с HDR, а еще у нас есть поддержка AV1 кодека и чего еще? И, конечно же, Google TV со всеми его фирменными плюшками по типу Chromecast и подобных вещей. Короче, что же это за он? Что же с таким вот пультом? Что же это за зверек такой? Разберем сегодня в нашем обзоре, потестируем, распакуем и, конечно же, посмотрим, где его можно купить и сколько он стоит. Так что на канале Технозон. Поехали. Он вот такой 4К, и эта версия у нас на 905Y4 процессоре. Слушайте, давайте его вскроем, посмотрим, что у нас там в серединке. Очень интересно. Может быть, вот такая, да, вот Лиса у нас выдала предположение, что возможно ж там TV-бокс, да? Возможно ж там TV-бокс. Оба! Так, вилочка. Само собой, Америка. На микро-USB-шечке у нас есть на удивление батареечки. Ну, сейчас. Потому что нельзя быть на свете красивым, таким, ты ж понимаешь, да? Есть пульт, вот такой вот стандартный. Но это Google пульт, тоже стандарт абсолютный. И давайте вскрываем. Все так запаковано, смотри, красиво. Опа! Да. Все аккуратненько, не пережал. Вот он такой. Слушай, а здесь смотреть-то не на что. HDMI и micro-USB. Попробуем через хаб попробуем забить. Ну, качество пластика, это, это не ABS, это вот какой-то самый обыкновенный пластик. Очень интересный, не знаю. В общем, смотреть нечего. Пульт с инфракрасной опцией. Включение-выключение у нас программируются входы, выходы и регулирование громкости. Навигационное кольцо и, в принципе, кнопки быстрого доступа. Ничего больше интересного в нем нет. Работает на двух батарейках 3А. Блок питания самый обыкновенный у нас на 5 вольт 1 ампер, да, 5-ваттный. Поэтому тоже абсолютно ничего интересного под американскую вилку. Советую сразу брать либо переходничок, либо подключать каким-нибудь другим кабелем USB вашего телевизора. Он, слава богу, от этого работает. В общем-то, переходим и тестируем. Ну что же такое из себя представляет этот самый ON TV Box? Я вам расскажу немножко предысторию. Дело в том, что, смотрите, раньше это был ON Walmart в 2021 году сделанный, который у нас имел все то же самое, только процессор iMogic S905Y2, 4 ядра, все те же самые Cortex A53, вообще-то A35. Здесь ошибка на сайте, по 1,8 ГГц. 2 на 8, такая же формула памяти. И был выпущен он 4К стриминг-бокс с обновлением процессора 2 на 8, тот же самый Cortex A35, 4 ядра по 2 ГГц. И здесь у нас уже не Android TV, а Google TV с поддержкой AV1 кодека, Netflix, AV1, VP9, 265, 264 кодекс HDR10 и HDR10+. Выпущен он был в 2023 году. Это у нас производитель SDMC. Сколько он стоит? Стоит он предельно мало. Я вам скажу, в странах, кроме Украины, я в принципе не владею информацией, где его купить. Вы можете его искать на eBay, можете искать на Амазоне. В Украине я вот этот вот TV-бокс я покупал на Nexon.ua.
пожалуйста, за 1690 гривен еще и можно получить 5% скидки по промокоду Технозон. В описании под видео ссылка, ну и сам по себе промокодик. Кстати, на Nexon TV, который я покажу в обзоре, тоже закинул вам в описании ссылочку на очень вкусную цену. Поэтому ссылочки все эти я закину вам и с описалочкой его, и конкретно с продавцом для Украины я закину в описании под видео. А там сами уже ищите на вашем местном рынке, если вы не в Украине. Я не знаю, где покупать именно версию на Logic S905Y4, особо этим не занимался. Ребят, интересный ТВ-бокс. Давайте переходим, тестируем и потом делаем выводы. Главное меню. Но смотрите, это Google TV. С его идеологией о том, что нельзя изменять каналы рекомендаций, нет каких-то дополнительных моментов, но на то он и Google TV, для того, чтобы просто вот работать как ТВ-бокс. Что мы здесь видим? Вверху почему-то у нас Prime Video. Я думаю, что Prime Video, если деактивировать, оно пропадет, но мне не столь суть важно, потому что мне главное, что у меня есть мои приложения, есть то, что я могу продолжить просмотр в тех приложениях, которые я чего-то смотрел по типу Netflix, и есть меню настроек. Давайте сразу пойдем в AIDA 64 и посмотрим, что это у нас. Смотрите, система ON TV, ON 4K Streaming Box 2/8. У нас центральный процессор, это Cortex ARM35, 4 ядра по 2 ГГц, iMlogic S905Y4. И за отображение отвечает Mali G31. С разрешением экрана 3840 на 2160, не путайте с разрешением вывода. Вывод и разрешение экрана — это разные вещи. Разрешение экрана в данном случае — это разрешение интерфейса. Сеть у нас сейчас подключено 2,4 ГГц на 400 мегабит. Обязательно проверим все диапазоны. Здесь у нас стоит Google TV 12. И что самое примечательное у этого Google TV 12, это наличие автофреймрейта. Автофреймрейт у нас находится в менюшке экран и звук. Если мы покажем, смотрите, вот, пожалуйста, использовать частоту контента. У нас есть без плавного перехода, либо с плавным переходом. То есть это можно, если ваш телевизор поддерживает по типу VRR, он будет без выключения в черное, и либо с выключением в черное будет при неподдерживании данной технологии. Также он поддерживает разрешение от 4К 60 Гц до 720p, в данном случае до 576p, в других случаях при подключении к реальному телевизору. Динамический диапазон, вы видите вставочку, у нас поддерживается HDR, есть у нас адаптивный HDR, и с этим все, вопросов нет, все отлично работает. Если пойти в расширенные настройки звука, то у нас, видите, у нас есть Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos через DD+, и DTS. Я вам могу сказать сразу, я не смог их проверить, то есть 5.1 у меня работает, Dolby Digital Plus на Netflix работает, Atmos не могу подтвердить. Знаете почему? Объясню, в чем вопрос. Дело в том, что я пытался подключить к нему через вот такой вот OTG внешние носители по типу вот такого вот SSD, пожалуйста, 2.5, по типу вот такого SSD NVMe, с NVMe диском, но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Хотя я форматировал один SSD в NTFS, другой форматировал в exFAT, и ни тот не заработал. Если у вас это получилось, дайте знать, я буду знать, с каким переходником работать. Облегчим жизнь нашим, скажем так, подписчикам. Идем в комментарии, смотрим, может кто-то напишет, как оно у них работает. Также у нас есть классная опция, давайте я сейчас вам покажу, по пульту. У нас пульт может управлять дополнительными аксессуарами, в частности, вот, настройка кнопок на пульте DU, это значит, что можем добавить устройство по типу телевизор, саундбар, AV-ресивер и управлять громкостью, включением, выключением и, конечно же, источником сигнала, то есть на всех этих устройствах отлично все работает. Когда я включил сам по себе ON TV Box, у меня сразу же заработало, он сразу получил обновление, и с этим все в порядке. То есть обновление он получает, и вот если говорить уже сразу про его мультимедийные возможности, то идем в Netflix. Идем сейчас в какой-нибудь фильм, видим, что у меня написано 4К, но вы видите вставку, ну он пошел проигрываться, но вы видите вставку, что у нас есть поддержка 4К HDR с 5.1 звуком, с Dolby Digital. Все тут как бы вообще отлично, он запускается, работает. Если говорить о, допустим, том же самом YouTube, то тут без вопросов у нас проигрываются такие ролики, как «Дикая река» в AV1 кодеке.
смотрите, пожалуйста, у меня вот есть в истории, я смотрел, мы загружаем дикую реку в один кодеке, 4К, 60 FPS, AV1, в HDR 10+, вы опять же видите вставочку без единого дропа, спокойно работает. Как в принципе и ролики с HLG, вот пожалуйста, у нас есть ролик с HLG VP 9.2, это другой кодек YouTube для 4К 60 FPS, и тоже отлично работает без единого дропа с переключением в HDR. Все, тут как бы вопросов-то вообще нет. То есть мы имеем с вами полностью работающий TV-бокс. Если говорить про такие плюшки того же самого сертифицированного TV-бокса со всеми сертификатами, как Google Chromecast, то он тоже здесь работает. Я включил сейчас, пожалуйста, воспроизведение своего ролика с вот этого вот со смартфона. Само собой, на смартфоне он его не воспроизводит, он его воспроизводит на самом ТВ-боксе, а вы можете им просто управлять. Как в принципе можете управлять, давайте выйдем, пожалуйста, как в принципе можете управлять и через, вот сделайте меня больше, пожалуйста, вот через Google пульт, через приложение Google TV у нас полноценный пульт подключен через наш смартфон, это все позволяет сделать сертифицированный TV-бокс. Если говорить, почему так все хорошо работает, то тут нужно нам обратить внимание на скорость сети. Если мы пойдем сейчас в аналите, мы увидим совершенно потрясающий результат в 2,4 ГГц. Именно сейчас мы так и подключены в 2,4 ГГц. Пожалуйста, у нас отличный пинг. Давайте ждем результат, и мы получаем там 150, 170 мегабит, 180. Да ладно, остановись, подожди, стой, не надо дальше, не надо 190. Это 2,4, прикинь. 200 мегабит на загрузку в 2,4 диапазоне и 70, там, 80 на выгрузку. Это отличный результат. А если говорить о 5 гигагерцовом диапазоне, то мы сейчас с вами переключимся, вот, пожалуйста, 200 на 87, то мы с вами сейчас переключимся на 5 гигагерцовый диапазон. Вот идем в Wi-Fi. У нас сейчас подключено именно 2,4. Появляется 5 гигагерцовый, подключаемся к нему. Идем в тот же самый тест Analytics. Включаем его и смотрим. А здесь уже будет совсем другой результат. Для 5 гигагерцового диапазона он вообще идеально подходит. Давайте ждем. То есть для меня это стриминг-бокс, который показывает 300 мегабит на Wi-Fi. Давайте я сейчас еще тест again сделаю. 300 мегабит на Wi-Fi, и мне не нужно ничего, допустим, проигрывать с какой-то там, с каким-то моментом внешнего жесткого диска, который, да, я не смог здесь подключить из-за его особенностей, но и цена тоже у этого стриминг-бокса абсолютно низкая. Я, допустим, проигрываю здесь любой сертифицированный онлайн-сервис с фильмами и телевидением. Если говорить, допустим, про IPTV, либо какие-то OTT-сервисы, то, пожалуйста, я иду в ТВ онлайн, я смотрю Nexon, ссылочку на Nexon закину в описании под видео, для жителей Украины будет полезно, потому что очень дешево за такое количество каналов. Пожалуйста, смотрите. О, Фуриоза. Это реклама, господи. Я думал, Фуриоза по телеку идет. Ничего себе. Смотри, то есть переключается идеально, работает идеально. Также фильмовые сервисы у нас тоже будут здесь работать отлично. Давайте идем в фильмы. Выбираем какой-нибудь фильм, который я уже смотрел. Я там «Гангстер» смотрел, кстати, позавчера. Только начал, 23 минуты посмотрел. И смотрим, пожалуйста, спокойно этот самый фильм. Ребят, о чем я могу говорить? Это просто-напросто отличный ТВ-стик. Теперь дальше. По поводу Матрикса, онлайн там раздачи, таких дел, которые я сейчас не могу в YouTube показывать, потому что за них YouTube очень сильно привставляет. Проигрывает 50-60 гигов, спокойно гоняет при наличии достаточного количества раздающих, при наличии достаточно хорошего интернета. Интернет достаточный, мощность процессора достаточно для таких дел. Играть на таком ТВ-боксе мы не сможем, потому что, честно говоря, мастырить сюда переходники для того, чтобы подключить геймпад или на 8 гигов вставить сюда какие-нибудь игры, ну это, откровенно говоря, уже такой, знаете, атовизм. Поэтому я вот насчет игр на таких ТВ-стиках открещиваюсь. Берите там какой-нибудь Rocktech G2 и играйте на нем вообще без проблем. А это не для того, это для того, чтобы кино посмотреть. С поддержкой HDR, HDR10+, и тому подобных технологий. Поддерживает и Apple TV, и вообще все стриминговые сервисы, которые вы можете придумать. Ребят, готов пройти, сделать выводы. Так что переходим. Ну и в качестве выводов скажу, классный вот такой вот ТВ-стик, либо ТВ-бокс в формате стика. Он
On 4K стриминг-бокс с таким вот пультом мы рекомендуем. За его цену действительно ожидать чего-то большего и нельзя было. Даже с учетом того, что у него не работают внешние жесткие диски, по крайней мере у меня не получилось запустить, вы можете всегда поднять сетевое хранилище на роутере, на компьютере и смотреть с него. В остальном все прекрасный ТВ-бокс, мы рекомендуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.